Друзья, не забывайте, кстати, еще подписываться на канал, обязательно ставить лайки и оставлять свои комментарии. Россия может пойти на уступки в мирном плане по Украине, считает зампред Комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Понятно, что прекращение огня – это необходимость любого мирного соглашения, когда люди уже по рукам ударили и сели за стол переговоров. В этот момент, конечно, уже любые боевые действия должны закончиться. Главное, чтобы та сторона тоже была готова, а то мы прекратим огонь, а нас на стартовой точке вернут. Мы же тоже понимаем, что это может быть использовано как маневр. Нам же тоже нужны гарантии свои. Поэтому тут обоюдное прекращение огня должно быть. Это понятное требование, заявила она. При этом Журова допустила, что Россия может пойти на уступки в мирном плане по Украине. Надо посмотреть внимательнее, какая все-таки уступка там может быть. Потому что они, видимо, хотят, чтобы она была. Но это точно не НАТО на их территории, сказала депутат. И очевидно, это не территориальный вопрос, ведь отказавшись от его решения, мы пойдем вопреки собственной конституции. А это чревато. Да, я сейчас понимаю, что многие скажут, что Украина не идет из-за своей конституции на уступки. Но давайте вспомним, сколько раз Киев переписывал свою конституцию с 2014 года. Я думаю, несколько десятков раз точно. А тут вдруг уперлись. Или вот еще момент. Как утверждает агентство Reuters со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Запорожской АЭС потребуется особый статус после возможного заключения мирного соглашения. А с какой стати? Станция – собственность Российской Федерации, а тут еще план Трампа подразумевает, что мы будем 50% энергии отдавать Украине. Что еще? Готовы ли мы четко обозначить красные линии? Слова Журовой – это просто высказанное в кулуарах мнение, уверен доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Владимир Блинов. Соглашаться с украинцами о прекращении огня, как уже не раз заявлялось, означает давать возможность ВСУ восполнить бреши на фронте. Опыт показывает, что любые соглашения с Киевом заканчиваются обманом. Да, возможно, Россия подобными высказываниями дает понять Западу, что готова договориться, но на самом деле ждет, когда виновником срыва переговоров станет именно Украина. Главная уступка, с которой России по логике сложно согласиться и которая будет являться показателем, что мы выбрали сиюминутные интересы вместо стратегических. Сохранение Украины, которая навсегда останется русофобским режимом, способным в любой момент начать войну против России. А какие все же у нас есть пределы компромисса? Что мы можем принять с прицелом на то, чтобы это переиграть потом, а что категорически нет? Ну, по-хорошему, любой компромисс с Западом оказывается обманом. Поэтому главное, что мы можем обещать, это то, что у нас нет желания вступать в военный конфликт с западными странами, что они все чаще обсуждают как мифические последствия проигрыша Украины. Думаю, что слова депутата Журовой – это в первую очередь ее частное мнение, а не общая позиция государства, считает политический аналитик Кирилл Азимко. Другие официальные лица ранее высказывались, что уступок быть не может, а Владимир Путин ни разу не отказался от главной цели достижения всех задач СВО. С уступками киевскому режиму это будет невозможно. Ранее Трамп заявил, что Россия идет на уступки. По его словам, главная уступка – это прекращение боевых действий и отказ от контроля над большими территориями. С чего он это взял? Если уступки заключаются в том, что мы прекращаем огонь и отказываемся дальше продвигаться, но они взамен выполняют все наши условия мирным путем, запрет Украине вступать в НАТО и размещать иностранные войска, запрет на бандеровскую идеологию, русофобию, введение официального статуса русского языка, защита прав православных верующих, возврат под контроль России ее замороженных активов на Западе и так далее, то это не самый плохой вариант. Это не совсем уступки, как выразился Трамп, фактически это их капитуляция. При этом из плана убрали ключевые моменты о территориях, НАТО, численности ВСУ. И они реально верят, что мы на такое пойдем. Эти пункты убрали с подачи Евросоюза. Брюссель все еще собирается воевать до последнего украинца в надежде вымотать или хотя бы ослабить Россию. Это глобалистские силы, для которых мир на взаимовыгодных условиях Москвы и Вашингтона просто невыносим. Он представляет для них большую опасность, полный провал их миропорядка. То, что они продавили исключение этих пунктов, означает фактически саботаж миротворческих планов Трампа. Еще один вопрос, который на Западе вызывает споры – судьба российских активов. Тут они тоже ждут нашего согласия, что ли? Согласия на идею Трампа или на идею Евросоюза?
В Евросоюзе прекрасно понимают, что Россия не простит украденные у нее активы. Любые миротворческие инициативы и планы имеют смысл только в том случае, если Европа все вернет Москве. На днях Захарова пригрозила Брюсселю жесточайшими последствиями, если Брюссель будет распоряжаться наворованными у России деньгами. Ранее и Песков отмечал, что Москва не оставит без ответа конфискацию активов. А вопрос ЗАЭС. Станции потребуется особый статус, заявили в МАГАТЭ. То есть и тут они рассчитывают, что мы туда кого-то посторонних допустим и энергию поделим. Но эта тема вызывает менее однозначную реакцию в руководящих кругах России. С одной стороны, да, станция юридически находится на территории России, потому что мы включили всю Запорожскую область в свой состав. Но вопрос ЗАЭС еще, судя по всему, будет обсуждаться в контексте мирного плана. Например, глава Росатома Алексей Лихачев не исключил, что электроэнергия будет использоваться в рамках международного сотрудничества. На какие реальные уступки Россия могла бы пойти, по-вашему? А на какие категорически нет? И есть ли у мирного процесса вообще будущее, исходя из этого? Россия не пойдет на те уступки, которые сделают невозможным достижение целей СВО. В первую очередь, это вопросы военной сферы. Внеблоковый статус, отсутствие иностранных войск, сокращение численности ВСУ. А также гуманитарной сфере. Защита русского населения Украины, русского языка, РПЦ, историческая память. Это касается как раз демилитаризации и денацификации. Главная уступка, на которую может пойти Россия, это сохранение формальной государственности на остатках Украины. Если киевский режим падет и Украина откажется от проекта «Антироссия», Россия сохранит Украине государственность. Ну а Европа продолжит биться в истерике в плане того, что им крайне необходима эта война. Почему? Ну потому что они уже вбухали такие деньги, столько средств, столько поурезали собственных фондов, в том числе и социальных в собственных странах. То есть они фактически берут деньги из кармана своих собственных граждан и передают их Украине. Ну, естественно, частично все воруется, делится между собой. И главный же нарратив какой у европейцев? В том, что если война прекратится на Украине, то война начнется в Европе. А вы же знаете прекрасно, да и Путин уже не раз сказал, что мы воевать с Европой не собираемся, если, естественно, они на нас не нападут. То есть, как это будет выглядеть в глазах общества, когда прекратится война на Украине? Никто ни на кого не напал. Так на что тогда тратились деньги, если Россия нападать ни на кого не собиралась? Вот такие вот, друзья, у нас новости. Пишите свои, друзья, комментарии по поводу мирного плана. Как думаете, действительно ли договорятся и насколько уйдет на это время? Мне кажется, даже если сейчас какие-то будут реальные подвижки в том плане, что договорятся, пойдут там на уступки, неважно, в общем, будут готовы поставить подпись, даже хоть завтра, то у меня ощущение, что на самом деле мир наступит, не раньше, чем месяца через 3, пока все это действительно уляжется. Но, опять же, нужно не забывать, что такое мирный договор с Украиной и Западом. Мы уже все Мински проходили, и нас везде обманывали.